Всем привет! Вы на канале Дмитрий Голланд. Проживая в Нидерландах 22 года, я никогда не задумывался вопросом, почему в Нидерландах номерные знаки на машинах желтого цвета, а в других странах Евросоюза знаки белые, синей обводкой и черными буквами, за исключением Кипра, Лихтенштейна и Люксембурга. Расскажу немного истории появления номерных знаков на машинах в мире и в Нидерландах в частности. Первые номерные знаки появились на конных экипажах. Когда по улицам и дорогам стали ездить автомобили, то, естественно, их тоже стали нумеровать. Пионерами в этом деле стала Франция, разработав концепцию автомобильных номеров еще в 1893 году. Так что, возможно, этому факту удивятся фанаты Америки, узнав, что США не были даже третьими в списке, кто вел на своей территории номерные знаки для автомобилей, поскольку эту страну опередили Германия и Нидерланды, которые ввели после Франции в своих странах автомобильные номерные знаки. В 1901 году берлинский коммерсант Рудольф Герцог, желая сделать приятно для своей дрожащей половине Иоганне Анкер, попросил разрешения у городских властей поставить впереди цифр инициала своей половины. Так было положено начало буквенным символом. В 1898 году, через 2 года после того, как в Нидерландах появился первый автомобиль, были выданы водительские разрешения. С этими предшественниками номерного знака Нидерланды были первой страной в мире, которая придумала национальный номерной знак. История гласит, что введение номерного знака произошло потому, что полицейские, которые вели наблюдение на велосипеде, больше не могли угнаться за растущей скоростью автомобильного движения. Последнее водительское разрешение было выдано в 1906 году, и отныне водитель должен был иметь водительское удостоверение и номерной сертификат. Номерной сертификат был создан по провинциальной системе. Каждый номерной знак начинался с одной или двух букв, обозначающих провинцию. В 1951 году произошел переход к национальной системе, поскольку движение транспорта все чаще пересекало границы провинций. Так было создано РДВ – Национальное агентство автомобильного транспорта, которое до сих пор занимается регистрацией и выдачей свидетельств о регистрации транспортных средств в Нидерландах. Первая серия национальной системы состояла из 2 букв, 2 цифр и снова 2 букв. Например, XX 9999. Первый выданный регистрационный номер был ND000A на Ford Taunus. Номерные знаки были темно-синими с белыми буквами. Важным отличием от периода до 1951 года было также то, что номерные знаки больше не были привязаны к владельцу автомобиля, а всегда оставались с одним и тем же автомобилем, независимо от того, как часто автомобиль переходил из рук в руки. В последующие года менялось расположение цифр и букв на номерных знаках. С 1 января 1978 года выпускается желтый, светоотражающий номерной знак с черными буквами. И теперь я хотел бы рассказать, почему в Нидерландах желтые номерные знаки на машинах. Еще в 1937 году доктор госпожа Р.А. Бигель проводила исследования. Она опубликовала отчет о цветовых сочетаниях и расположении номерных знаков и пришла к выводу, что желтые буквы на черных табличках и белые буквы на синих табличках лучше всего видны в большинстве погодных условий. Наихудшей разборчивостью оказались сочетания черных букв на желтых табличках. Из-за этого исследования в Голландии изначально были синие номерные знаки с белыми буквами. Но в 1960 году министр транспорта, общественных работ и водного хозяйства приказал провести новое исследование видимости номерных знаков. Согласно исследованию, желтый и белый номерные знаки были четко видны, но белый номерной знак был большим недостатком по отношению к желтому. С белой пластины был риск пересвета из-за отражающего эффекта. Это было меньше для желто-номерного знака. Но окончательным решением был международный договор, в котором говорилось,
что светоотражающий белый номерной знак на задней части автомобиля можно легко спутать с приближающимися фарами и, следовательно, не так небезопасно. Подводя итоги, почему голландские номера желтые? Желтый, наряду с белым, наиболее заметен на автомобилях, но белые номерные знаки отражают слишком сильно, что может привести к небезопасным ситуациям. Именно поэтому Нидерланды остановили свой выбор на желтом номерном знаке с черными буквами. Ну и напоследок, что я хотел бы вам рассказать в этом видео, несколько интересных фактов, связанных с автомобилями в Нидерландах. Фотограф Гаагского суда Адольф Циммерманс однажды прочитал интересную статью о мобиле без лошади. Итак, это было об автомобиле. Адольф был выдающимся фотографом, у которого было много работы в высших кругах общества. Например, он писал портреты королевы Вильгельмины. На такую спецтехнику денег хватит, подумал он. Адольф пошел прямо в городской совет Гааги, чтобы подать заявление о разрешении на вождение автомобиля. Оказалось, что в этом даже не было необходимости, потому что это было в 1896 году. Таким образом, он мог немедленно заказать машину Benz Company в Мангейме, Германия. Автомобиль Benz Victoria был доставлен в Арнем 18 мая 1896 года. Конечно, Адольф не проехал весь путь от Арнема до Гааги. В то время это была долгая поездка, потому что машина ехала не так быстро. Он приказал своему водителю забрать в машину в Арнеме, а сам с Утрехта сел за руль и доехал до Гааги. И еще один интересный факт об истории нидерландских дорогах. 15 апреля 1937 года в Нидерландах открылся первый участок голландской автомагистрали. Национальная дорога 12, нынешняя автомагистраль А12, между Ворбергом и Зутермером. Дороги вокруг городов были пронумерованы по часовой стрелке. Например, дороги с 1 по 7 начинались из Амстердама, с 8 по 10 из Гарлема и с 11 по 14 из Гааги. С годами национальный план автомобильных дорог обновлялся. В 1976 году всем дорогам в Нидерландах была присвоена буква. Например, автомагистралям была присвоена буква А. Региональным дорогам была присвоена буква Н. При составлении этой нумерации маршрутов некоторые национальные дороги были объединены в один номер маршрута. На этом пока все. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Спасибо и до новых встреч в эфире.